Вы на канале «Это вкусно». В этом видео по просьбе зрителей моего канала я покажу, как приготовить в домашних условиях цитрусовые цукаты из апельсиновой и лимонной кожуры. Готовить их просто, а результат порадует всех, кто занимается выпечкой к Пасхе или Рождеству. Добавьте немного цуката в тесто, и ваши паски, панеттоне, краффины, кранчи приобретут неповторимый цитрусовый вкус и аромат. Сделайте вашу выпечку незабываемой. Для начала апельсины и лимоны нужно хорошо помыть, обдать кипятком и вытереть насухо. Отрезаю верхушки с двух сторон. Апельсины надрезаю крест-накрест, так цедра с них снимется ровными дольками. Очищаю. Если где-то кусочки получаются маленькими, ничего страшного. Также поступаю и с лимонами. Обычно, когда я готовлюсь делать цукаты, в течение нескольких дней собираю кожуру цитрусовых и храню ее в холодильнике, пока у меня соберется необходимое количество. Я взяла свежеочищенную кожуру и ту, что лежала у меня в холодильнике. Нарезаю полосками 5-7 мм. Теперь нужно избавиться от горечи. Складываю в миску и заливаю холодной водой. Оставляю цедру вымачиваться в воде минимум на 6 часов. За это время 3-4 раза воду меняю. У меня цедра простояла около часа, вода окрасилась, я ее сливаю и заливаю свежую. Прошло около 6 часов, я сливаю полностью воду, промываю цедру и перекладываю в кастрюлю. Заливаю кипятком и провариваю 2 минуты. Достаю цедру шумовкой и сразу кладу в холодную воду, чтобы прекратился процесс приготовления. Через пару минут воду сливаю, снова заливаю все кипятком и опять провариваю 2 минуты. Снова достаю в холодную воду. И еще раз. Всего нужно сделать 3 раза. Последний раз сливаю воду и откидываю цедру на сито и оставляю, чтобы стекла вся вода. А пока подготовлю все для сиропа. При приготовлении цукатов я всегда добавляю корень имбиря. Он придает аромат и вкус, да и сами кусочки имбиря получаются очень вкусными. Нарезаю его на тонкие слайсы. Готовлю сироп, в котором буду варить цукаты. В воду всыпаю сахар. После того, как сироп закипел, добавляю в него столовую ложку лимонного сока, палочку корицы и имбирь. Всыпаю апельсиновые корочки. После закипания варю цукаты на небольшой мощности 1,5-2 часа. При этом регулярно перемешиваю. Крышкой накрывать не нужно. Аромат стоит божественный. Время приготовления может быть разным. Следите, чтобы цукаты не переварились. Они должны быть немного прозрачными и мягкими, но не должны распадаться. Готово. Небольшое количество сиропа у меня всегда остается. Даю остыть около часа, затем достаю цукаты из сиропа на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Оставшийся сироп перелейте в баночку и можете использовать его в выпечке или как топпинг. Сегодня я буду сушить цукаты в духовке, но можно сушить в сушилке дегидраторе. Раскладываю на тефлоновый коврик ровным слоем. Коврик потом легко можно помыть. Можно использовать силиконизированный пергамент, к нему цукаты тоже не пристанут. Пластинки имбиря я тоже посушу, они получаются очень вкусными и также отлично идут в выпечку. Маленькие поломанные кусочки я раскладываю на другой коврик. Ставлю противень в духовку, включаю конвекцию и выставляю температуру 70 градусов. Дверцу духовки оставляю приоткрытой.
Сушу примерно 1,5–2 часа. Цукаты должны быть пластичными, я не высушиваю их полностью. Вот что у меня получилось. Сладкие, с насыщенным цитрусовым вкусом и ароматом. Мягкие, не пересушенные. Всю некондицию можно сразу нарезать мелкими кубиками, она пойдет в тесто. А ровненькие полоски можно использовать не только для выпечки или украшения, но и съесть с чаем. Храню цукаты я в обычной стеклянной банке или в контейнере. Если планируете хранить долго, поставьте в холодильник, чтобы они не пересохли. Цукаты всегда будут у вас под рукой, и вам не нужно будет тратить время для их поиска на рынке или в магазинах. Мне сегодня понадобилось 450 граммов апельсиновых и лимонных корок, 600 граммов сахара, 350 мл воды, 1 палочка корицы, 30 граммов корня имбиря. Готовьте с любовью, и пусть ваш дом будет наполнен ароматом вкуснейшей выпечки. Еще больше рецептов выпечки на Пасху смотрите в этом плейлисте. Там есть чем поживиться. Вдохновляйтесь моими идеями, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Это вкусно!